5 советских подводников выжили в горящей атомной лодке на глубине 1500 метров, поднялись на поверхность в абсолютно защищенной титановой капсуле и погибли именно в тот момент, когда их спасли. Честно говоря, когда впервые натыкаешься на эти рапорты, в голове такое просто не укладывается. Это случилось в апреле 1989 года с экипажем «Комсомольца». Капсула, которую проектировали как безупречный инженерный шедевр, штатно оторвалась от тонущего крейсера и вынесла людей на воздух. Все, они спасены. Но через секунду из-за бешеной разницы давлений верхний люк вырвало. Одного матроса буквально выбросило в ледяную воду, а сам титановый шар мгновенно набрал моря и ушел на дно, утащив за собой командира Евгения Ванина и оставшихся внутри. Самая дорогая, самая совершенная система спасения в мире в один миг превратилась в индивидуальный титановый гроб. Похоже, за этим скрывается какая-то глубокая техническая аномалия, о которой в отчетах предпочитали говорить очень размыто. Как получилось, что советские инженеры создали идеальный механизм, который убивал тех, кого должен был спасти? Ответ на этот вопрос скрывается в упрямой статистике, которую американские инженеры в свое время посчитали чистым безумием, а советские конструкторы — главным триумфом отечественной инженерной мысли. Видите ли, Советский Союз стал единственной державой на планете, которая рискнула и внедрила технологию тотального коллективного спасения экипажа прямо с океанского дна. Ни американцы со своими огромными бюджетами, ни британцы, никто в мире вообще не решился монтировать эти гигантские камеры внутрь своих атомных подводных лодок. В Пентагоне инженеры просто посмотрели на первые эскизы похожих систем, покрутили пальцем у виска, посчитали сумасшедший вес конструкции, прикинули астрономическую стоимость и решили отказаться. Зачем усложнять и без того перегруженный корабль ради призрачного шанса вытащить всех разом? Американцы сделали ставку на индивидуальные спасательные костюмы и внешние глубоководные аппараты типа ДСРВ, которые должны были приходить на помощь со стороны. Но в Советском Союзе легких путей не искали. В Москве рассуждали иначе. Советский матрос должен быть защищен автономно, здесь и сейчас, без надежды на заграничные спасательные суда или береговые службы. Подпишитесь на канал, если хотите, чтобы реальная история нашей техники и людей не пропадала в архивах. Советский военно-морской флот выделил миллиарды рублей. Колоссальные ресурсы, лучшие умы секретных конструкторских бюро, чтобы спроектировать невероятные титановые и стальные коконы. Это были не просто спасательные шлюпки, а настоящие автономные корабли внутри корабля. Попробуйте представить себе этот масштаб, ведь цифры тут поражают. На атомных подводных крейсерах проекта 949А, это те самые знаменитые «Антеи», к которым относился и Курск, всплывающая спасательная камера проектировалась с расчетом на эвакуацию до 110 человек. 110 жизней. Это же население приличного советского поселка, которое в случае катастрофы должно было забиться внутрь рубки подводной лодки. Сама камера монтировалась прямо в ограждение выдвижных устройств, чуть выше прочного корпуса. Огромный тяжеленный цилиндр, переходящий в сферу, зафиксированный мощнейшими стопорами. Он годами возил в себе тонны мертвого веса, ухудшал маневренность, требовал постоянного обслуживания, но стоял там как высший символ государственной заботы о человеку. И знаете, ведь люди, уходя в долгие автономные походы на 3 или 4 месяца, искренне верили, что этот титановый замок над их головами — абсолютная гарантия возвращения домой. У меня в голове возникает один и тот же образ. Молодой лейтенант, который впервые спускается в душный, пахнущий железом отсек атомного ракетоносца. Вокруг него километры бездны, над ним сотни метров ледяной воды. Страшно ли ему? Конечно, особенно в первые недели, когда корпус лодки начинает потрескивать на глубине от колоссального давления. Но опытные мичманы всегда успокаивали молодежь, кивая наверх, в сторону рубки. Мол, парень, не дрейфь, если лодка начнет тонуть, мы просто перейдем в центральный пост, поднимемся в камеру, задраем люк, нажмем рычаг отстрела и через несколько минут будем качаться на волнах. Лодка пускай гибнет, железо государство еще построит, а мы вернемся к семьям. По воспоминаниям ветеранов, этот миф о непробиваемой камере въедался в подсознание намертво. Он давал ту самую психологическую устойчивость, без которой человек просто сойдет с ума в замкнутом пространстве на глубине в 400 метров. На советских судостроительных заводах инженеры годами оттачивали эту систему. На бумаге все выглядело безупречно, как швейцарские часы.
Стенки спасательной камеры делались либо из прочнейшей стали, либо из дефицитного титана, как на проекте 685 «Плавник», той самой лодки «Комсомолец». Капсула должна была выдерживать точно такое же давление, как и сам прочный корпус лодки. Внутри монтировались автономные системы регенерации воздуха, запасы пресной воды, провизия, радиостанции, аптечки. Предполагалось, что даже если вся лодка будет полностью обесточена, если внутри начнется пожар и центральный пост заполнится ядовитым дымом, механики смогут вслепую добраться до люка, вручную крутануть стопорные кольца, и физика гидростатики сама вытолкнет легкую титановую сферу на поверхность океана. Гарантия безопасности возводилась в абсолют. Конструкторы получали государственные премии, ордена, защищали диссертации на тему идеальной эвакуации. Но, честно говоря, во всей этой грандиозной картине советского военно-промышленного триумфа была одна огромная, тщательно скрываемая трещина. Меня во всей этой истории зацепило не то, сколько тонн титана ушло на выплавку этих шаров, а то, как именно их тестировали перед тем, как отправить людей в океан. В открытых архивах до сих пор крайне мало информации о реальных испытаниях всплывающих камер с людьми на борту на больших глубинах. Похоже, что полноценных, честных тестов в условиях, приближенных к реальной катастрофе, практически не проводилось. Да, сбрасывали пустые макеты. Да, проверяли замки в сухих доках, когда лодка стояла на ровном киле, идеально ровно, без единого градуса крена. Автоматика щелкала, замки открывались, испытатели рапортовали наверх о полном успехе. Но ведь реальная авария никогда не происходит в условиях стерильного дока. Лодка тонет в панике, в грохоте взрывов, с огромным наклоном корпуса, когда люди внутри валятся с ног, а палуба уходит из-под ног. Вот тут у меня возникает вопрос, на который в советских инструкциях почему-то не было четкого ответа. Что произойдет с огромной 100-тонной конструкцией спасательной камеры, если сам корпус подлодки от чудовищного давления воды на глубине в 500 метров начнет деформироваться и сжиматься? Физику ведь не обманешь. Титан и сталь под давлением миллионов тонн воды слегка изменяют свою геометрию на миллиметры. И если эти миллиметры перекосят направляющие рельсы или намертво заклинят стопорные замки, сможет ли экипаж вообще сдвинуть рычаг отстрела? По некоторым данным, старые капитаны еще в 70-х годах тихонько шептались, что в случае реального перекоса корпуса эту камеру не возьмет ни один ручной привод. Люди просто окажутся замурованы в титановом стакане прямо внутри гибнущего корабля. Если кто знает точнее, как это выглядело на тренировках, напишите в комментариях. Нам всем важно понять правду. Хотя нет, это важно позже. Вернемся к тому, как создавалась эта иллюзия безопасности. Конструкторы, ослепленные мощью своих чертежей, кажется, совершенно забыли про самый коварный фактор любой катастрофы — человеческий. Они рассчитывали сложнейшие системы под спокойных, хладнокровных операторов, которые будут четко выполнять пункты пыльной инструкции. Но когда вокруг тебя горит обшивка, воздух наполняется смертельным угарным газом, а приборы показывают, что до полного затопления осталось несколько минут, человеческая психика работает совсем иначе. Люди совершают ошибки, руки дрожат, ключи ломаются в замках. И идеальная титановая капсула внезапно превращалась в сложнейший ребус, где любая неверно нажатая кнопка или пара секунд промедления оборачивались смертным приговором. Похоже, советская система настолько уверовала в непогрешимость своей техники, что предпочла закрыть глаза на эти скрытые ловушки. Но океан ошибок не прощает, и первая же серьезная проверка в реальных условиях Норвежского моря показала, что за красивыми отчетами скрывался конструктивный кошмар. Причем удар пришел оттуда, откуда его вообще никто не ждал. Не от замков и не от давления воды, а от самой системы, которая должна была поддерживать жизнь внутри закрытых отсеков. Люди задыхались и горели заживо из-за того самого воздуха, который должен был спасти им жизнь. Представьте себе абсолютно изолированную стальную коробку глубоко под водой, где чистый воздух кончается с каждой минутой, и единственное спасение экипажа внезапно превращается в мощнейший огнемет. Похоже, это один из самых жутких парадоксов советского подводного флота. Аппараты, созданные для защиты человека, в реальных авариях срабатывали как детонаторы катастрофы. Речь идет о двух базовых китах, на которых держалась автономность любой советской лодки, о всплывающей спасательной камере, сокращенно ВСК,
и о регенерационных установках, которые моряки называли коротко РДУ. И если камера была последним шансом, когда лодка уже шла на дно, то РДУ работала каждую секунду похода. По сути, это обычная, внешне неприметная металлическая стойка, двухъярусная коробка, куда вставлялись специальные кассеты. Никакой сложной электроники, никаких хрупких датчиков. Полнейшая автономность, которая казалась инженерам верхом надежности. В эти кассеты закладывали химические пластины с маркировкой В64. Внутри этих невзрачных серых листов находилось особое вещество — надпероксид калия. Химия здесь работала просто волшебно. Пластина сама по себе поглощала углекислый газ, который выдыхали десятки мужчин, и взамен выделяла чистейший свежий кислород. Казалось бы, идеальное решение для подводного мира. Можно месяцами не всплывать на поверхность, не вентилировать отсеки, а просто менять пластины по графику. Конструкторы рапортовали о полной победе над удушьем. Но у этой медали была невероятно страшная, я бы сказал, дьявольская обратная сторона. Надпероксид калия — вещество крайне агрессивное и капризное. В стерильной лаборатории на чистом столе оно ведет себя смирно. Но подводная лодка в автономном походе — это далеко не стерильный бокс. Это тонны работающего железа, это постоянная вайбрейшн, это масляный туман в воздухе, который неизбежно просачивается из гидравлических систем. И главное — это сырость. На глубине, где за прочным корпусом ледяной океан, внутри отсеков всегда выпадает конденсат. Вода буквально течет по переборкам, капает со шпангоутов, собирается в мелкие лужицы под настилом палубы. И вот тут начинается чистая физика смерти. Если на пластину В64 попадает хотя бы одна микроскопическая капля машинного масла или обычная вода, химическая реакция мгновенно срывается в штопор. Температура внутри пластины за доли секунды подскакивает до 1,5, а по некоторым данным и до 2000 градусов. Понимаете, это температура плавления стали. Внутри замкнутого отсека начинается не просто пожар, начинается локальный ад. Пластина не просто горит, она продолжает бешено выделять чистый кислород, который тут же подпитывает пламя. Это идеальный автоген, который невозможно потушить обычными средствами. Честно говоря, тут странно другое. Подводников учили бороться с огнем. У них были системы объемного химического тушения, пена, фреон. Но против взрыва регенерации все это оказывалось бесполезным. Если матрос пытался залить такую горящую коробку водой, становилось только хуже. Вода вступала в реакцию с остатками надпероксида, выделялось еще больше тепла и чистого кислорода, и пожар превращался в гигантский факел, выжигающий отсек за считанные минуты. Меня во всей этой химической драме поражает цинизм самой ситуации. Люди сгорали от того, чем должны были дышать. В архивах флота до сих пор лежат засекреченные отчеты о происшествиях, которые случались задолго до гибели Комсомольца или Курска. Практически на каждом типе советских подлодок случались эти тихие, страшные вспышки. Мне рассказывали ветераны-подводники, что замена пластин в РДУ была похожа на саперную операцию. Матрос трюмный должен был брать эти пластины только в чистых, абсолютно сухих резиновых перчатках. Не дай бог, на руках останутся следы смазки или пота. Одно неловкое движение, пластина выскальзывает из рук, падает на замасленный настил в трюме, и все, отсек превращается в доменную печь. Причем удушье и дым распространялись по вентиляции со скоростью звука. Знаете, я много общался с людьми, которые провели в железных прочных корпусах лучшие годы своей жизни. Они вспоминали, что воздух на советской подлодке вообще имел свой, ни на что не похожий вкус и запах. Это была тяжелая смесь из испарений соляры, машинного масла, лаков, человеческого пота и вот этого самого специфического, слегка сладковатого химического привкуса, который давали пластины В64. К этому запаху привыкали неделями. Он въедался в кожу, в волосы, в шерстяное белье так, что даже после возвращения на базу жены подводников сразу понимали — муж вернулся из автономки. И вот эта химическая атмосфера была нормой. Но за этой нормой скрывался постоянный подсознательный страх. Каждый матрос на лодке знал — РДУ — это спящий вулкан. Давайте попробуем восстановить, как эти пластины вообще хранились на корабле, ведь это отдельная история. С завода они приходили закатанными в огромные металлические банки, похожие на гигантские консервы со свиной тушенкой. Чтобы вскрыть такую банку, требовался специальный консервный нож и немалая физическая сила. И вот представьте, шторм, лодку швыряет на волнах, или на глубине идет резкий маневр со спуском и восхождением.
В трюмах отсеков эти тяжелые банки ворочаются на стеллажах. По некоторым данным, бывали случаи, когда от сильной качки или из-за плохо закрепленного инструмента обшивку такой банки незаметно пробивало. В крошечную дырочку начинал сочиться влажный забортный воздух, который на подлодке есть везде. Химическая реакция запускалась прямо внутри закрытой консервной банки, глубоко на стеллаже в трюме, где ее никто не видел. Банка постепенно раздувалась, раскалялась, и в какой-то момент матрос, проходящий мимо по какому-то мелкому делу, замечал, что от стеллажа с аварийным запасом идет густой бурый дым. Вы понимаете, к чему я клоню? Опасность подстерегала людей даже там, где все было запечатано железными государственными стандартами. Сначала идет легкий дымок, который в огромном отсеке, забитом шумящими механизмами, приборы контроля воздуха могут просто не заметить. А потом мгновенная вспышка. Температура взлетает так быстро, что плавятся алюминиевые корпуса приборов, горят кабель трассы, а резиновая изоляция проводов начинает выделять ядовитый хлористый водород. Честно говоря, тут странно другое. Почему при такой очевидной опасности советское командование упорно продолжало использовать именно эту химию десятилетие за десятилетием? Ведь существовали другие системы, например, электролизные установки, которые получали кислород просто из забортной воды с помощью электричества. Американцы, кстати, на своих лодках использовали именно электролиз. Но в Советском Союзе электролизные аппараты типа электроника или ока считались капризными. Они требовали огромного количества электроэнергии и часто выходили из строя. Химические пластины казались надежнее. Они ведь не зависят от того, работает реактор лодки или нет. Они будут выделять кислород, даже если корабль полностью ляжет на грунт и лишится хода. Государство выбирало автономность, пусть даже ценой постоянного риска для жизни матросов. У меня в источниках расходится информация о том, сколько именно жизней унесла эта химическая регенерация за всю историю советского атомного флота. Точной цифры вам не назовет ни один адмирал, потому что большинство таких случаев классифицировались как пожар по вине личного состава и наглухо засекречивались. Очевидцы рассказывали о трагедии на атомной лодке К-8 в апреле 1970 года, когда в Бискайском заливе из-за короткого замыкания начался пожар, и именно РДУ в отсеках превратили корабль в гигантский костер. Люди в кормовых отсеках оказались отрезаны от выходов. Они держались до последнего, дыша через индивидуальные аппараты. Но когда пластины регенерации начали взрываться от высокой температуры, шансов не осталось ни у кого. Хотя нет, это важно позже. Вернемся к механике самой химии. Похоже, самым страшным свойством пластин В-64 была их способность поддерживать горение в условиях абсолютного вакуума или наоборот, при избыточном давлении. Когда в отсеке начинался пожар, подводники по инструкции должны были загерметизировать помещение, перекрыть вентиляцию, закрыть переборочные люки, чтобы лишить огонь притока кислорода снаружи. С обычным пожаром это работает. Кислород выгорает, и пламя гаснет само по себе. Но только не тогда, когда горит РДУ. Ей не нужен атмосферный воздух. Она сама производит кислород в колоссальных объемах прямо внутри очага возгорания. Получался замкнутый круг. Чем сильнее горит отсек, тем больше нагревается установка регенерации. Чем сильнее она нагревается, тем больше кислорода выдает в огонь. Это был контролируемый инженерами, но абсолютно неуправляемый в реальности химический реактор уничтожения. Поставьте лайк, если дослушали до сюда. Так это видео увидят еще люди, и память о тех событиях останется жива. Мы должны понимать, через что проходили наши отцы и деды на этих титановых и стальных подводных монстрах. Каждое их погружение было прогулкой по пороховой бочке, где фитилем могла послужить любая случайная капля воды. И когда мы говорим о системах выживания, становится понятно, почему подводники с таким недоверием относились ко всем этим сложным инженерным устройствам. Они понимали, что в критической ситуации техника может предать. У них оставалась только вера в себя, в товарища по отсеку и в ту самую всплывающую камеру ВСК, которая маячила наверху, в рубке, как последний призрачный шанс на спасение. Но ведь трагедия заключалась в том, что эти две системы, химия внутри отсеков и механика спасательной капсулы, были связаны между собой невидимой смертельной нитью. Пожар, рожденный химическими пластинами, неизбежно уничтожал приводы управления, плавил кабели связи и блокировал людей в тех самых местах, откуда до спасательной камеры нужно было еще добежать через горящие переборки. И когда в 1989 году титановый комсомолец получил свою смертельную рану,
Именно эта связка химии и механики сработала как идеальная ловушка. Люди в аварийных отсеках пытались спастись, они цеплялись за жизнь, они выполняли пункты инструкций, которые писались в уютных кабинетах проектных бюро. Но они еще не знали, что первая жертва этой кислородной западни уже была принесена, и счет пошел на минуты. Кто именно стал тем самым первым человеком, который на своей шкуре ощутил всю беспощадность советской дыхательной химии, и почему его гибель долго скрывали от остального экипажа? Этим первым человеком оказался вахтенный Надари Бухникашвили в 7-м отсеке. Но куда более жуткий и парадоксальный финал ждал 5 других подводников, которых идеальная спасательная капсула утащила на дно Норвежского моря. Представьте себе этот леденящий душу абсурд. Командир корабля и 4 членов экипажа смогли добраться до спасательной сферы, задраили люки, привели в действие систему отстрела, но многотонная титановая камера намертво приварилась к тонущему крейсеру и начала свое погружение на глубину почти в 1700 метров вместе с ним. Чтобы понять, как вообще возможен такой отказ техники, давайте вернемся в тот день. 7 апреля 1989 года. «Комсомолец» — уникальный проект 685 «Плавник». Самая глубоководная, самая совершенная боевая лодка советского флота с титановым корпусом. Тот самый пожар в кормовом 7-м отсеке начался, вероятнее всего, с искры в электрооборудовании. Но из-за разрушения магистрали воздуха высокого давления отсек моментально превратился в доменную печь. Температура там скакнула за 1000 градусов за считанные секунды. Вспыхнула химия, загорелось машинное масло, начали плавиться пуки кабелей. Лодка, несмотря на тяжелейшие повреждения, смогла экстренно продуть цистерны и выскочить на поверхность. Экипаж несколько часов вел изматывающую борьбу за живучесть, находясь на палубе в ледяной воде Норвежского моря под пронизывающим арктическим ветром. Но прочный титановый корпус из-за колоссальных перепадов температур, внутри пожар, снаружи ледяная вода, потерял свою герметичность. Комсомолец начал стремительно набирать сотни тонн забортной воды и оседать на корму. Когда дифференц стал критическим и стало понятно, что крейсер не спасти, прозвучала команда покинуть корабль. Основная часть команды к тому моменту уже была снаружи. Они прыгали за борт, пытались доплыть до сброшенных спасательных плотиков, которых катастрофически не хватало. Но внутри гибнущей лодки все еще оставались люди. Командир корабля, капитан 1-го ранга Евгений Ванин, принимает решение спуститься обратно в задымленный центральный пост, чтобы проверить отсеки и вывести оставшихся офицеров и матросов. И вот здесь начинается хроника катастрофы, которую позже восстанавливали буквально по секундам. Лодка встает в воде почти вертикально, как огромный поплавок. Корма уже глубоко под водой. Подводники понимают, что прямо сейчас крейсер окончательно пойдет на дно. Выбраться через мостик уже невозможно. У них остается единственный путь к спасению — та самая всплывающая камера ВСК, встроенная в ограждение рубки. Ванин, мичман Виктор Слюсаренко и еще 3 моряков бросаются к переходному шлюзу капсулы. И тут система, которая проектировалась с расчетом на спасение всего экипажа, дает первый критический сбой. В огромную капсулу попадают только эти 5. Почему? Очевидцы и материалы правительственной комиссии указывают на пугающую деталь. Нижний люк камеры, тяжеленный круг, который отделяет спасательную капсулу от 3-го отсека, просто заклинило. Из-за дикого дифферента лодки, из-за огромного перепада давлений и начавшейся деформации, геометрия Комингса поплыла. Люди снаружи, в заполняющемся ядовитым угарным газом посту, физически не могли в него протиснуться. А те, кто уже находился внутри капсулы, с огромным трудом, ценой неимоверных совместных усилий, смогли затянуть этот люк. Железная механика отсекла тех, кто не успел. Но настоящий первобытный кошмар начался через мгновение. 5 человек находятся внутри капсулы. Люк задраен. Командир Ванин дергает рычаг отстрела камер. По всем военно-морским инструкциям гидравлика и автоматика должны немедленно сбросить крепежные стопоры, и сфера, обладающая огромным запасом положительной плавучести, должна мягко отделиться от корпуса. Рычаг переведен в крайнее положение. И абсолютно ничего не происходит. Честно говоря, мне физически тяжело об этом думать. Попробуйте на секунду примерить эту ситуацию на себя. Вы сидите в тесном, круглом металлическом шаре. Основной свет полностью погас, горит только тусклое аварийное освещение. Вы пытаетесь дышать через резиновую маску индивидуального аппарата.
И вы с ужасом понимаете, что ваша спасательная шлюпка не отсоединяется от тонущего тысячетонного корабля. Комсомолец набирает массу и камнем уходит во тьму, а вместе с ним идете и вы, наглухо запертые в самом надежном и безопасном месте на всем Северном флоте. Единственный выживший из этой пятерки, мичман Слюсаренко, позже давал следователям показания, от которых стынет кровь. Это готовый сценарий для самого жесткого фильма катастрофы, только без единой капли художественного вымысла. Они сидят в амортизационных креслах, намертво пристегнутые ремнями. Угол наклона капсулы постоянно меняется, лодку тащит на хвост. Снаружи, сквозь титановые стенки, раздается глухой, рвущий барабанные перепонки скрежет. Это колоссальное давление воды начинает ломать легкий корпус, безжалостно сминать надстройки, с треском рвать металл обшивки. Стрелка глубиномера неумолимо крутится. 100 метров, 300, 800. Они проходят предельную расчетную глубину погружения. Они, как профессионалы, понимают, что прямо сейчас, прямо под ними, уникальный прочный корпус лодки, который должен был выдерживать любые разумные нагрузки, начинает сдаваться и трещать по швам. Почему капсула все-таки не оторвалась в нужный момент? Позже флотские инженеры сошлись в одном логичном мнении. Замки отстрела намертво перекосило. То самое чудовищное давление, которого так обоснованно боялись подводники практики, просто закусило крепежи. Капсула стала единым, монолитным целым с умирающим кораблем. Поставьте лайк этому видео, так алгоритмы покажут его другим зрителям, и мы сможем чаще выпускать такие независимые расследования. Это меньшее, что мы с вами можем сделать, чтобы история этих людей не затерялась в пыльных архивах. Они падали в эту ледяную океанскую бездну несколько невероятно долгих минут. Атмосфера внутри сферы стремительно накалялась. Из лодки, сквозь микротрещины или неплотно прилегающие клапаны вентиляции, внутрь капсулы под нарастающим давлением начал просачиваться токсичный угарный газ. Люди банально задыхались, пытаясь перекричать гул разрушающегося снаружи металла. Командир Ванин, как и положено настоящему советскому офицеру, до последней секунды пытался сохранять порядок. В этой кромешной тьме, падая на глубину больше километра, он проверял, правильно ли надеты дыхательные аппараты у его подчиненных, пытался успокоить людей, контролировал ситуацию. Показания выжившего мичмана точно фиксируют момент полного человеческого отчаяния. В какой-то момент один из подводников срывает с себя маску, будучи не в силах больше дышать отравленным горячим воздухом. В капсуле темнота, паника, едкий запах гари и неумолимо нарастающее внутреннее давление. Капсула, как выяснилось в те минуты, не была абсолютно герметичной, и тут происходит финальный удар. Невероятный, просто сейсмической силы динамический толчок. Лодка врезается в океанский грунт на глубине более 1600 метров. Или по другой, более реалистичной физической версии, на этой запредельной глубине происходит окончательное катастрофическое разрушение прочного корпуса, мощнейшая имплозия. От этого чудовищного удара крейсер содрогается так сильно, что намертво заклинившие стальные стопоры спасательной камеры наконец-то срывает. Деформированный металл замков просто не выдерживает кинетического удара и лопается. Титановый шар, неожиданно получив свободу, выскальзывает из разбитой оградки рубки. ВСК резко меняет вектор движения и, подчиняясь законам физики, стремительно устремляется вверх. Представьте эту потрясающую картину. Из кромешной тьмы с самого дна Норвежского моря огромный спасательный кокон летит к поверхности. Внутри 5 измученных, полуживых, надышавшихся дымом людей чувствуют, как капсулу болтает, как меняется гравитация, как она рвется наверх. Они пробили путь с глубины, на которой физически не выживает ни один корабль. Система все-таки сработала. Они прорвались. Они спасены. Но они даже не подозревали, что физика газов подготовила им финальный, самый жестокий и циничный удар. Они не понимали, что воздух внутри их герметичного шара остался под тем самым высоким давлением, которое успело набраться из-за утечек на огромной глубине, и что настоящая смертельная ловушка захлопнется не на дне океана, а именно там, наверху, в ту самую секунду, когда они увидят свет дневного неба. Что именно произошло в момент, когда спасательная камера пробила поверхность волн, и почему это долгожданное спасение мгновенно обернулось смертью? 5 подводников, прошедшие ад на глубине 1500 метров, погибли от рук собственной системы спасения в ту секунду, когда наконец-то увидели дневной свет.
Тот самый момент всплытия, который в проектах инженеров выглядел как триумф надежности, на практике превратился в физическую ловушку, где избыточное давление внутри герметичного кокона сыграло роль мины замедленного действия. Давайте разберем эту механику. Когда камера наконец сорвалась с грунта и пулей понеслась вверх, внутри нее уже находилась газовая смесь под огромным давлением. Пока лодка падала, пока металл сминался и деформировался, сквозь микротрещины и неплотности в капсулу просачивалась забортная атмосфера. Плюс ко всему, люди внутри дышали через аппараты, которые насыщали этот узкий объем продуктами своей работы. Внутри сферы накопилась гремучая смесь угарного газа и сжатого воздуха. И вот капсула пробивает поверхность океана. Она подпрыгивает над волнами, как поплавок, и зависает в вертикальном положении. Командир Ванин, понимая, что воздуха внутри почти не осталось, а отравляющие газы достигли критической концентрации, принимает единственно верное, как ему казалось, решение. Он тянется к верхнему люку. Это был стандартный алгоритм. Открыть горловину, чтобы впустить свежий арктический воздух, выровнять давление и дать людям выбраться наружу, в воду, где их должны были подобрать спасатели. Но это действие стало роковым. Как только задраенный люк, удерживаемый внутри силой колоссального внутреннего давления, был расфиксирован, произошло то, что физики называют взрывной декомпрессией. Представьте, давление внутри сферы было значительно выше атмосферного. Люк, весящий десятки килограммов, сработал как снаряд. Его выбило мгновенно, с дикой силой. Вместе с ним из узкой горловины, как из ствола пушки, выбросило мичмана Черникова, который находился ближе всех к выходу. Это произошло за долю секунды. Люди, находившиеся внизу, даже не успели понять, что именно случилось. В открытую горловину моментально хлынули тонны ледяной океанской воды. Капсула, потерявшая свою плавучесть в тот же миг, начала стремительно заполняться и уходить под воду. Это был финал. Единственным, кто успел среагировать и выбраться через эту открывшуюся горловину, оказался мичман Виктор Слюсаренко. Он был, по сути, выброшен этим потоком воздуха и воды наружу в холодные волны. Он видел, как тяжелый титановый шар, в котором остались его товарищи, мгновенно ушел в глубину, перестав быть спасительным коконом и превратившись в стальную могилу. Вся история этой катастрофы — это цепочка инженерных допущений, которые в реальности не выдержали столкновения с грубой физикой. Меня в этой ситуации цепляет один момент. Почему на протяжении десятилетий руководство флота закрывало глаза на эти конструктивные просчеты? Почему системы, которые должны были быть отлажены до автоматизма, каждый раз давали сбой именно в критической точке? Есть версия, что сами по себе капсулы были отличным инженерным решением для идеальных условий, но реальный океан, как мы увидели на примере комсомольца, не прощает теории. Температура, деформации корпуса, динамические нагрузки — все то, что не учли при испытаниях в спокойных бассейнах, в реальности перечеркивало любые расчеты. Мы привыкли считать, что техника советского ВМФ — это предел надежности. Но когда копаешься в деталях этих аварий, понимаешь, была огромная разница между тем, как лодка должна была работать по чертежам, и тем, как она вела себя, когда прочный корпус начинал сжиматься под весом километровой толщи воды. И что самое странное, этот урок, оплаченный жизнями сотен подводников, кажется, так и не стал поводом для радикального пересмотра всех систем выживания на будущих проектах. Подпишитесь, чтобы помнить, через что проходили эти люди в своих автономных мирах. Мы будем разбираться дальше, почему подобные риски продолжали закладывать в конструкцию кораблей даже после того, как стали понятны все слабые места. Ведь если в расчетах заложена ошибка, ее не исправить никаким героизмом экипажа. В истории спасательных сфер есть еще один странный эпизод, о котором почти не говорят в официальных хрониках. Капсула комсомольца, которая так и не выполнила свою главную задачу, позже была найдена на дне. И в отчетах комиссии остались крайне противоречивые данные о том, в каком именно состоянии находились механизмы отстрела. Было ли это действительно фатальное стечение обстоятельств, или же система была изначально обречена на отказ при малейшей деформации лодки? И если конструкторы знали об этом риске, почему экипажи продолжали выходить в море, доверяя своей жизни устройству, которое в любой момент могло превратиться в их же собственную камеру пыток? Больше всего на свете советский подводник боялся ни пожара, ни колоссального давления воды и даже не самой бездны.
Он боялся своего собственного спасательного аппарата, который по всем инструкциям был единственным, что отделяло его от верной гибели в задымленном отсеке. Подумайте об этом. Тысячи людей годами выходили в море, зная, что в случае аварии им придется надеть на себя устройство, которое при малейшей ошибке превращалось в химический снаряд у них на лице. Речь идет об аппарате ИДА-59. Когда я впервые начал изучать технические регламенты и отчеты по этим аппаратам, мне стало не по себе. По сути, это была небольшая металлическая коробка с патроном, наполненным тем самым надпероксидом калия, о котором мы уже говорили. Механика проста до гениальности. Вы вдыхаете, химическое вещество поглощает углекислый газ, выделяет кислород, и цикл повторяется. Но у этого механизма была одна маленькая крошечная деталь, которая в условиях реальной катастрофы превращала жизнь подводника в лотерею с нулевыми шансами. Аппарат был критически чувствителен к влаге, к любой влаге. Вспомните, что происходит с человеком в панике. Вы задыхаетесь, сердце колотится как бешеное, пот заливает глаза, во рту пересыхает, а потом резкий приступ тошноты или слюноотделения. И вот эта самая слюна, эта капля пота, которая стекает по щеке, или конденсат от вашего же дыхания внутри маски, все это становилось фатальным. Если влага попадала на пластины внутри ИДА, начиналась бурная реакция с выделением тепла. Представьте, вы уже находитесь в стрессе, вокруг дым, ничего не видно, вы судорожно натягиваете резиновую маску, прижимаете ее к лицу, чтобы хоть как-то вдохнуть, и в этот момент прямо у вас на носу или на щеках начинается химический ожог. Люди рассказывали, и это есть в архивах, хоть и написано сухим канцелярским языком, что аппарат иногда взрывался прямо на лице, в прямом смысле. Металлическая или пластиковая маска трескалась, раскаленные частицы химии разлетались, вызывая ожоги дыхательных путей и кожи. И после этого вы хотите, чтобы человек доверял этой железке? Я разговаривал с ветеранами, которые до сих пор с содроганием вспоминают эти тренировки. Им говорили: спокойно, главное — не паниковать, не пускать слюни в загубник, не дышать слишком часто. Но как можно сохранять спокойствие, когда у тебя в ногах плещется вода, а над головой бушует пожар? В таких условиях человеческая физиология берет свое, и подводники, прекрасно понимая, какую опасность таит в себе штатное спасательное средство, часто принимали отчаянные решения. Мне до сих пор не дает покоя один факт. В неофициальных беседах многие рассказывали, что в случае реальной беды они предпочитали дышать через обычную ветошь, смоченную водой, или просто через кусок ткани, надеясь протянуть хотя бы лишние 5 минут, лишь бы не надевать этот аппарат. Это же абсурд. Люди сознательно шли на верную смерть от удушья, выбирая ее вместо потенциального шанса на спасение, потому что боялись собственной системы выживания больше, чем самой аварии. Это уровень недоверия к технике, который невозможно описать ни в одном учебнике. Это был страх перед государственным стандартом, который не учитывал человеческий фактор. Знаете, меня в этой истории зацепило не столько само несовершенство аппаратов, сколько этот глубокий психологический разрыв. С одной стороны, конструкторы в теплых кабинетах, которые с гордостью подписывали акты приемки и рапортовали об успешных испытаниях. Они знали, химия работает, кислород выделяется, все по ГОСТу. С другой стороны, матрос в трюме, у которого этот самый аппарат висит в чехле, и он каждый раз, проходя мимо, косится на него, как на гранату с выдернутой чекой. Он знает, что если что-то пойдет не так, эта штука его не спасет, а добьет. Есть версия, что даже при проектировании систем выживания высшее руководство флота ставило во главу угла не комфорт или психологическую надежность, а стоимость, автономность и возможность массового производства. Зачем усложнять, если есть готовая химия? Это было дешево, это было сердито, и это работало. До тех пор, пока все шло по плану. А когда план рушился, и лодка оказывалась в критической ситуации, все эти недоработки всплывали на поверхность. Неужели за все те десятилетия, что советские лодки бороздили океан, не было альтернатив? Ведь в мире существовали системы сжатого воздуха, более надежные и не такие капризные. Но тут мы натыкаемся на другую стену, на систему ведомственных интересов, где менять уже принятый на вооружение аппарат значило признать ошибку проектировщиков, признать, что тысячи моряков были поставлены под угрозу не по своей вине. А признание ошибок в советской системе — вещь, мягко говоря, непоощряемая.
И вот этот замкнутый круг доводит меня до мысли, что все эти спасательные системы были в большей степени для галочки, для отчета перед министерством, чем для реального использования в случае катастрофы. Поставьте лайк, если вам тоже кажется странной эта логика надежности на бумаге, которая при первом столкновении с реальностью превращалась в пыль. Так это видео увидит больше людей, и, может быть, мы вместе докопаемся до того, почему жизни людей так часто оценивались ниже, чем эффективность отчета. Мы должны понимать, каждый подводник, уходя в море, подписывался под этим риском. Он знал, что если лодка ляжет на грунт, шансы будут минимальными. Но он до последнего надеялся, что техника сработает. И когда она не срабатывала, когда химия подводила, когда капсула не отстреливалась, он оставался один на один со своей судьбой. Но оставался ли он один на один с природой? Или у конструкторов в запасе были другие, более гуманные идеи, о которых предпочли забыть, как только закончились испытания? Были ли в архивах чертежи чего-то действительно безопасного, что просто не пустили в серию, потому что это было слишком сложно, дорого или попросту неудобно для отчетности? В этой истории есть еще один слой, который обычно остается в тени. Что происходило с теми, кто все-таки выжил после аварий и кому пришлось рассказывать правду следователям? И почему их показания так часто расходились с тем, что потом писали в газетах и официальных бюллетенях? Мы подходим к самому интересному, к попыткам скрыть масштабы катастроф и к тому, как система защищала себя, даже когда спасать уже было практически некого. Система защищала себя тем, что десятилетиями скрывала, пожалуй, самый страшный инженерный секрет советского флота. Спасательные капсулы, от которых зависели жизни сотен людей, на самом деле никогда не тестировались в условиях реальной катастрофы. Представьте себе масштаб этой бюрократической рулетки. Государственные комиссии с помпой подписывали толстые акты приемки сложнейших систем отстрела, основываясь на испытаниях, которые проводились либо на смешных глубинах, либо вообще на суше. Никто, ни один гениальный конструктор в огромной стране физически не знал и не мог знать, как поведет себя титановая или стальная сфера и ее крепежные механизмы под реальным давлением океана на глубине хотя бы в 400 метров, да еще и при критическом крене тонущего корабля. Это звучит как дикая нелепица, но это исторический факт, надежно замурованный в закрытых архивах профильных институтов. Строительство атомного подводного крейсера — это годы колоссального труда, это миллионы полновесных советских рублей, это престиж государства. И когда дело доходило до проверки того самого модуля, который должен был гарантировать возвращение экипажа домой, систему проверяли, что называется, в идеальных, почти лабораторных условиях. Как это выглядело на практике? Капсулу могли сбросить в специальном бассейне или отработать гидравлику отстрела в спокойной воде полигона на глубине в 20-30 метров. Все срабатывало гладко. Механизмы щелкали, сфера послушно всплывала на поверхность, инженеры сжали друг другу руки, военная приемка ставила гербовую печать. Но океан никогда не прощает лабораторного подхода. Знаете, меня в процессе расследования поразил именно этот фатальный разрыв между гладким ватманом чертежа и грубой физикой глубоководной аварии. На бумаге все выглядит безупречно логично. Спасательная камера сидит в своей шахте внутри ограждения рубки. Специальные мощные стопоры, металлические пальцы или замки, надежно держат ее на месте, чтобы она не оторвалась при случайном маневре. В момент X гидравлика или пневматика должна выбить эти стопоры, и сфера за счет своей огромной положительной плавучести устремляется вверх. Но проблема в том, что тонущая подводная лодка никогда не погружается ровно и плавно, как кабина лифта в шахте. Когда лодка теряет плавучесть из-за пробоины или затопления отсеков, она всегда падает с огромным дифферентом. Она заваливается на нос или тяжело оседает на корму. Внутрь врываются тысячи тонн неконтролируемой воды, которые перекатываются по отсекам, создавая жуткую асимметрию. Корабль неизбежно валится на борт. Крен может достигать 30, 40, а то и всех 60 градусов. И вот тут вступает в игру та самая беспощадная физика, которую почему-то вынесли за скобки при стендовых испытаниях. Прочный корпус лодки на большой глубине начинает испытывать немыслимые нагрузки. Металл начинает сжиматься. Даже хваленый титан, несмотря на свою фантастическую прочность, под весом километровой толщи воды деформируется. Идеальная, выверенная до микрона геометрия посадочного гнезда спасательной капсулы плывет. Рама перекашивается.
А те самые стопорные механизмы, которые должны были легко и непринужденно отпустить сферу, намертво закусывает в своих пазах. Многотонное давление ледяной воды снаружи плюс миллиметровые искривления металла создают такой чудовищный зажим, который физически невозможно преодолеть штатной гидравликой. Вектор нагрузки смещается, и замок превращается в монолитную заклепку. Попробуйте вообразить себя на месте человека внутри этой сферы в последние минуты. Вы и ваши товарищи с невероятным трудом задраили за собой нижний люк. Вокруг полутьма, воет аварийная сигнализация. Лодка со скрежетом ломается, уходя во мрак. Вы хватаетесь за спасительный рычаг отстрела, который должен запустить автоматику освобождения. Вы тянете его на себя, а он стоит как влитой. Очевидцы тех страшных событий, которым повезло выжить в других ситуациях, рассказывали, что люди упирались ногами в переборки, рвали этот металл изо всех сил, вдвоем, втроем, ломая пальцы и срывая связки, но механизм просто приварился. Его заклинило намертво, потому что там, снаружи, направляющие сместились буквально на толщину спички. Всего несколько миллиметров расхождения между расчетной моделью и реальным давлением, и идеальное средство спасения превращается в стальной гроб, который утягивает вас на дно вместе с тысячетонным реактором. Если среди вас есть те, кто служил на флоте и проходил тренировки по выходу из лодки, напишите в комментариях, как это было на самом деле. Ваша память точнее бумаг. Из официальных хроник мы знаем, как красиво проходили учения в учебных центрах. В сухих тренажерах, в спокойной обстановке, без паники и ледяной воды. Но мне очень важно услышать от практиков, обсуждали ли вы в кубриках этот негласный риск того, что при реальном крене вся эта автоматика просто откажет. Почему вообще сложилась такая ситуация? Честно говоря, тут странно другое. Неужели никто из маститых академиков и конструкторов не понимал риска? Понимали и догадывались. Но ответ пугает своей бюрократической обыденностью. Провести полномасштабные честные испытания отстрела капсулы на предельной глубине было невероятно, астрономически дорого и технически крайне сложно. Для этого нужно было бы взять боевую лодку, вывести ее в глубокий океанский полигон, сымитировать аварийную ситуацию, искусственно создать критический крен и запустить механизм. А это огромный риск потерять сам корабль. А план, как известно, всегда горел. Партия и правительство требовали сдать новый крейсер флоту к очередной громкой дате или партийному съезду. Командованию ВМФ нужны были новые вымпелы для противостояния в холодной войне. Промышленности нужны были премии, ордена и закрытые банкеты по случаю успешной сдачи заказа. В этой цепочке никто не хотел брать на себя личную ответственность и тормозить приемку целой серии подводных лодок из-за того, что спасательная система, видите ли, не проверена в запредельных условиях. Все жили с негласной, успокаивающей установкой. Лодки такого невероятного класса тонуть вообще не должны. А значит, всплывающая капсула — это скорее психологическая защита для экипажа, своеобразная страховка, которая на практике вряд ли когда-нибудь понадобится. И проблема касалась не только внешних замков отстрела. Заклинивала и сами переходные люки, через которые люди пытались попасть внутрь сферы. Мы уже вспоминали, как это произошло на Комсомольце. Люк — это тяжеленная круглая дверца, подогнанная с филигранной точностью. Если комингс, то есть несущая рама этого люка, из-за колоссального перепада давления воды или из-за неравномерного теплового удара от пожара деформируется хотя бы на долю градуса. Все. Закрыть или открыть его становится невозможным. Металл просто не идет по резьбе или пазам. Люди висели на этих задрайках всем своим весом, отчаянно били по ним всем, что попадалось под руку, но титан или сталь не поддавались. Физика перечеркивала все инструкции по выживанию. Похоже, что после каждой подобной трагедии, после каждого скрытого инцидента, где система давала фатальный сбой, специальные закрытые комиссии писали подробные отчеты. В этих бумагах наверняка честно указывались истинные причины отказов. Недоработки в геометрии направляющих, отсутствие тестов при дифференте, слабость стопорных механизмов на сдвиг. Но эти документы немедленно оседали в сейфах под тяжелыми грифами секретности. Вносить конструктивные изменения в уже построенные и несущие боевое дежурство корабли было слишком накладно. Да и признать такой глобальный просчет на уровне всего флота значило бы подставить под удар карьеры десятков адмиралов и руководителей профильных министерств. Гораздо проще было раз за разом списывать все на пресловутый человеческий фактор.
на ошибки измученного экипажа в экстремальной ситуации, мертвые подводники ведь не могут оправдаться. Они не встанут из-за стола и не расскажут комиссии, как втроем пытались выломать рычаг, который инженеры просто забыли проверить под давлением. Хотя нет, это важно позже. Вернемся к тому, что происходило в головах самих моряков. По воспоминаниям ветеранов-подводников, в экипажах давно жила мрачная, циничная поговорка о том, что всплывающая камера спасает только адмиральские погоны на берегу. То есть само физическое наличие капсулы на чертеже позволяло большому начальству спать спокойно и бодро отчитываться о стопроцентной заботе про личный состав. А те, кто реально уходил под воду, нутром чувствовали. Если лодка ляжет во тьму с сильным креном, шансов на то, что зажатые стопоры отпустят сферу, практически нет. Они выходили в море, зная эту правду. И самое страшное в этой долгой истории то, что гибель уникального крейсера в 1989 году, которая так безжалостно вскрыла все эти фатальные конструктивные недоработки, должна была стать последним предупреждением, граухающим набатом для всей системы. Промышленность получила реальный, оплаченный жизнями, а не стендовый опыт полного отказа механизмов спасения при колоссальном давлении и перекосе. Казалось бы, чертежи должны были быть немедленно пересмотрены, замки переделаны на принципиально иные, а сама философия испытаний изменена раз и навсегда, чтобы ни одна лодка больше не ушла в море с нерабочей гарантией жизни. Но годы шли, страна менялась, а флот продолжал жить по своим старым, негласным законам инерции. И когда наступил август 2000 года, вопрос о том, усвоила ли система этот кровавый урок, встал с новой, ужасающей силой. Что именно показал 2000 год, когда на дно холодного Баренцева моря лег другой, куда более современный и мощный атомный исполин? И почему старые системные ошибки вернулись в виде самого страшного кошмара нового века? Самая большая и совершенная спасательная камера в мировой истории подводного флота, способная разом поднять на поверхность 118 человек, так и осталась навсегда лежать на дне Баренцева моря абсолютно нетронутой. Ни единой царапины на механизмах отстрела, ни одной попытки повернуть аварийный рычаг, ни одного человека внутри. Новый век с его суперкомпьютерами, новыми сплавами и гигантскими военными бюджетами жестоко показал: можно построить идеальный механизм спасения, но он окажется многотонным куском бесполезного железа, если до него просто физически невозможно дойти. 12 августа 2000 года этот страшный урок преподнес миру атомный подводный крейсер К-141, который сегодня каждый знает как Курск. Это был проект 949А, шифр Антей. И чтобы в полной мере осознать масштаб произошедшего парадокса, нам нужно сначала понять, что это была за машина. Это не просто подлодка в классическом понимании. Это подводный девятиэтажный дом длиной в 154 метра, 1,5 футбольных поля. Гигантская, невероятно мощная двухкорпусная конструкция с двумя атомными реакторами, способная стирать с лица океана целые авианосные ударные группировки. И системы выживания на ней проецировались инженерами под стать этому циклопическому, немыслимому размеру. После горького опыта прошлых десятилетий, после того самого намертво заклинившего от давления люка на титановом комсомольце, конструкторы, казалось бы, сделали правильные выводы. На Антеях всплывающая спасательная камера, та самая ВСК, была уже не тесным шариком для 5 офицеров, в котором можно было сойти с ума от клаустрофобии. Это была настоящая громадина весом в несколько десятков тонн, аккуратно встроенная в массивное ограждение рубки. Внутри нее находились амортизационные кресла абсолютно на весь штатный экипаж крейсера. Там были солидные запасы пресной воды, аварийный рацион питания, автономная система радиосвязи, мощная теплоизоляция, способная защитить людей от ледяной арктической воды. Теоретически, по задумке создателей, в случае фатальной аварии весь личный состав со всех 9 отсеков огромной лодки должен был организованно, без лишней паники, перейти в центральный пост, подняться по трапам в эту спасательную камеру, задраить за собой тяжелые люки и, повернув рычаг, мягко всплыть на поверхность, оставив умирающие реакторы на морском дне. Механизм отстрела был продублирован пневматикой и гидравликой. Звучит как идеальный математически выверенный план, правда? В проектных институтах на бумагах эта схема работала безотказно. Но именно тут мы сталкиваемся с главной, на мой взгляд, системной ошибкой советской и постсоветской военно-морской инженерии.
с иллюзией постепенной, предсказуемой катастрофы. Меня всегда искренне удивляло, когда я листал старые инструкции по борьбе за живучесть, насколько линейно и шаблонно там все описано. Инженеры почему-то свято верили, что любая авария на такой гигантской и сверхнадежной лодке будет развиваться по сценарию медленного угасания. Ну, например, начнется локальный пожар в турбинном отсеке. Или появится небольшая течь в трюме через прохудившийся сальник. Экипаж будет часами, а то и сутками бороться с огнем или поступающей водой. Лодка плавно потеряет ход, командир спокойно оценит обстановку, отдаст приказ на эвакуацию, и люди ровным строем потянутся по узким коридорам через переборочные люки к спасательной башне. Вся доктрина спасения строилась на одном хрупком допущении. У людей всегда будет время. Время на оценку, время на переход, время на запуск механизмов. Никто ни в одном штабе не закладывал в расчеты мгновенную, сокрушительную декапитацию корабля. Считалось, что двухкорпусный антей потопить одним ударом просто невозможно. Реальность холодного Баренцева моря в тот августовский день сломала все эти гладкие кабинетные расчеты за какие-то 250 секунд. Когда в торпедном аппарате номер 4 из-за утечки перекиси водорода произошел первый взрыв учебной торпеды, это не было медленным затоплением. Это был динамический удар, который мгновенно превратил первый отсек в ад. А спустя 2 минуты последовала детонация остального боезапаса. Взрыв мощностью до 3 тонн в тротиловом эквиваленте, который просто прошил первые отсеки крейсера насквозь. И здесь кроется самый страшный географический парадокс архитектуры Курска. Всплывающая спасательная камера находилась над вторым и третьим отсеками. Именно там, в центральном посту, находился мозг корабля, командир лодки, старшие офицеры управления, инженеры. Те самые люди, которые имели право принять решение и физически умели запустить сложный механизм отстрела капсулы. Но именно этот мозг был уничтожен практически мгновенно. Ударная волна огромной разрушительной силы смела все на своем пути, разорвав прочные переборки, как бумагу. Те подводники, кто стоял непосредственно под спасительной капсулой, те, кому до заветных рычагов отстрела оставалось сделать всего десяток шагов вверх по трапу, погибли в первые же секунды трагедии. Система отстрела капсулы, скорее всего, оставалась полностью функциональной. Рычаги были на месте, замки ждали команды. Но отдавать эту команду было уже некому. А что в это время происходило в другой части этого гигантского стального левиафана? Лодка ведь невероятно длинная. В кормовых отсеках, далеко от эпицентра взрыва, за 2 заглушенными атомными реакторами оставались живые люди. 23 человека под командованием капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова стянулись в самый дальний 9-й отсек. Они сделали все в точности по инструкциям. Задраили тяжелую переборку, отделив себя от затопленного 8-го отсека, включили тусклое аварийное освещение, приготовились к долгой и изматывающей борьбе за живучесть. Они выжили в самом страшном подводном катаклизме. И вот теперь попробуйте представить себе эту немыслимую по своей жестокости иронию судьбы. На глубине 108 метров в полной темноте лежит лучший корабль Северного флота. В его рубке находится исправная, никем не поврежденная спасательная капсула, способная легко вместить и спасти этих 23 человека. Но эти живые подводники отрезаны от нее почти сотни метров непроходимого, сплющенного, разорванного взрывами и затопленного ледяной водой железа. Между 9-м отсеком и капсулой пролегла зона абсолютной непреодолимой смерти. Радиация, перекрученные титановые трубы, заклинившие переборочные люки, которые невозможно открыть из-за колоссального давления воды с другой стороны. Люди сидели в темноте и пронизывающем холоде, понимая одну страшную вещь. Где-то там, впереди, в носовой части, есть идеальное спасательное средство, ради которого государство потратило миллионы рублей, но до которого дойти так же невозможно, как долететь до другой планеты. Огромная, высокотехнологичная ВСК превратилась в мертвую башню, в роскошный памятник человеческой самоуверенности, который работал безотказно, но только на чертежах и в чистых испытательных бассейнах. Честно говоря, мне в этой истории до сих пор не очень понятно, почему при проектировании таких исполинов никто не подумал о банальном дублировании путей спасения. Ведь если корабль имеет длину больше 150 метров, шанс того, что авария разорвет его коммуникации пополам или заблокирует один из концов, крайне велик.
Почему нельзя было сделать две спасательные капсулы меньшего размера? Одну в носу, над центральным постом, а другую далеко в корме, над седьмым или восьмым отсеком? По некоторым данным, конструкторы боролись за каждый грамм веса, за идеальную гидродинамику, за максимальную невидимость для сонаров противника. Лишние швы, огромные люки и ниши на гладком корпусе нарушали обтекаемость крейсера и создавали акустический шум на высоких скоростях. Государство маниакально готовило эти лодки к глобальной скрытной войне, к незаметным переходам глубоко подо льдами Арктики. А вопросы резервной эвакуации людей из изолированной кормы просто отошли на второй план, затерлись в угоду идеальным боевым характеристикам. Снова сработал тот самый губительный расчет на то, что Антей слишком велик и надежен, чтобы погибнуть вот так, внезапно, от внутреннего катаклизма. Когда спустя долгое время норвежские и российские водолазы спустились к лежащему на грунте Курску, они увидели эту картину воочию. Капсула сидела в своем штатном гнезде идеально ровно. Никаких перекосов от давления, как это было с титановой сферой комсомольца, здесь не случилось. Глубина была небольшой, корпус не смяло давлением толще воды. Никаких заклинивших замков. Механизм был готов к работе. Просто его физически некому было запустить. И этот факт разом сводит на нет все долгие споры о том, надежна ли была сама система отстрела на новых проектах. Какая разница инженеру, как плавно работает замок, если архитектура корабля не позволяет экипажу к нему подойти в критический момент? Похоже, что этот урок 2000 года стал самым горьким и циничным во всей истории систем морского выживания. Практика доказала, что размер спасательной капсулы и ее впечатляющая вместимость не имеют вообще расчетного значения, если не учтена случайная топология катастрофы. Взрыв хирургически точно вырезал командный центр управления спасением и оставил огромную камеру в полном одиночестве. И когда 23 измученных человека в кормовом отсеке окончательно поняли, что путь в центральный пост закрыт для них навсегда, что пробиться к ВСК сквозь завалы 8 и 7 отсеков невозможно ни при каких обстоятельствах, они осознали еще одну страшную вещь. Вся эта огромная, сложная, продуманная до мелочей инфраструктура спасения 21 века для них обнулилась в один миг. Они снова оказались отброшены на долгие десятилетия назад, в эпоху дизельных субмарин. Один на один с промерзающим металлом, ледяной забортной водой, стремительно падающей температурой и теми самыми индивидуальными дыхательными аппаратами и химическими установками регенерации воздуха, которые, как мы помним из прошлых аварий, часто были страшнее и опаснее самой аварии. Они остались наглухо заперты в стальной трубе на дне моря, надеясь только на чудо, на то, что их быстро услышат спасатели с поверхности, и на те самые капризные химические пластины, которые выделяют спасительный кислород, но при малейшем контакте с водой превращают отсек в пылающий крематорий. Что именно происходило в эти темные, невыносимо холодные и страшные часы в 9 отсеке, когда кислород начал стремительно таять, и почему спасение, которого они так отчаянно ждали снаружи, в итоге обернулось повторением самых жутких химических кошмаров советского флота? Вместо спасения эта химия принесла мгновенную смерть, сократив время ожидания помощи с нескольких суток до крошечной, неуловимой доли секунды. По официальным выводам правительственной комиссии, именно штатная система регенерации воздуха, которая должна была поддерживать жизнь 23 моряков в 9 отсеке Курска, стала непосредственной причиной их гибели. Тот самый супероксид калия, о котором мы говорили в самом начале, та самая непредсказуемая щелочь, которой так боялись советские подводники в индивидуальных дыхательных аппаратах, на этот раз сработала в масштабах целого отсека. И сделала она это в условиях, которые невозможно было сымитировать ни на одном береговом тренажере. Давайте попробуем восстановить ту обстановку без лишних эмоций, просто опираясь на сухие факты, поднятые со дна Баренцева моря. 9 отсек. Самая корма гигантского подводного крейсера. Изначально это отсек-убежище, спроектированный специально для того, чтобы там можно было выжить в случае катастрофы, дождавшись спасателей с поверхности. В нем расположен аварийно-спасательный люк, через который можно выйти наружу, но для этого нужны силы, специальное снаряжение и выравнивание давления, на что у измученных людей уже не было ресурса. Лодка лежит на грунте на глубине 108 метров. Реакторы надежно заглушены автоматикой еще в первые минуты аварии. Энергии нет. Абсолютно никакой энергии. Ни один насос не гудит, ни один прибор не светится.
Мы часто говорим «темнота», подразумевая выключенный свет в комнате или ночную улицу. Но на глубине 100 метров внутри обесточенной остывающей железной трубы это совершенно другая темнота. Она плотная, давящая, физически осязаемая. Сквозь переборки и поврежденные сальники медленно, но неотвратимо просачивается ледяная вода. Забортная температура около 4 градусов. Корпус огромной лодки постепенно остывает, отдавая остатки внутреннего тепла бескрайнему океану. 23 человека стянулись сюда из 6, 7 и 8 отсеков, спасаясь от задымления и затопления. Командование принимает на себя капитан-лейтенант Дмитрий Колесников. Именно его записки, написанные вслепую на клочках бумаги, потом станут главным и самым страшным документом этой трагедии. Они сидят в этой кромешной мгле, вслушиваясь в мертвую тишину, слышат, как где-то в носу зловеще скрипит деформированный давлением металл корпуса и чувствуют, как вода медленно поднимается все выше. Воды уже по колено, а в некоторых местах из-за дифферента лодки и по пояс. И эта вода не просто чистая морская. Из-за мощного внутреннего удара, разрыва трубопроводов и разрушения механизмов в соседних отсеках она густо покрыта толстой вязкой пленкой гидравлической жидкости и машинного масла. Это очень важная деталь, которая чуть позже сыграет свою роковую роль. Главный враг в наглухо запертом объеме железа — это даже не подступающая вода и не пронизывающий до костей холод. Это углекислый газ. 23 взрослых мужчины, находящихся в состоянии крайнего физического и психологического стресса, непрерывно дышат. Кислород неумолимо выжигается, а концентрация углекислоты растет с каждой минутой. Те, кто когда-либо испытывал кислородное голодание, описывают это как жуткое состояние. Начинается пульсирующая головная боль, невыносимая тяжесть в груди, спутанность сознания, дикая слабость. Дышать становится все труднее, воздух кажется густым и липким, легкие отказываются принимать этот мертвый газ. В таких невыносимых условиях единственным шансом на продление жизни становится штатная установка РДУ — регенеративная двухъярусная установка. По сути, это железный короб, куда нужно вручную, по мере необходимости, вставлять специальные химические пластины, те самые регенеративные пластины В64. Принцип их работы невероятно прост в теории. Химический состав поглощает выдыхаемый углекислый газ и влагу из воздуха, а взамен, через сложную реакцию, выделяет чистый кислород. На любой подводной лодке всегда есть солидный запас таких пластин. Они хранятся в прочных, герметичных металлических банках, чем-то похожих на огромные консервы, чтобы уберечь реагент от случайной влаги. По всем расчетам проектировщиков, запаса этих пластин в 9 отсеке должно было с избытком хватить, чтобы поддерживать приемлемый для дыхания состав воздуха еще несколько суток. Долгих суток, за которые, как они искренне верили, к ним сверху спустится спасательный колокол. Но давайте попытаемся посмотреть на процесс перезарядки этой установки глазами тех, кто там находился. По строгой инструкции мирного времени, чтобы зарядить свежую пластину, подводник должен действовать предельно аккуратно и по четкому алгоритму. Химический реагент, этот самый супероксид калия, невероятно агрессивен и капризен. Он не терпит прямого контакта с чистой водой, а уж тем более с любыми органическими соединениями, вроде горюче-смазочных материалов. В нормальных штатных условиях на лодке горит яркий дневной свет, работает мощная вентиляция, под ногами сухая чистая палуба. Матрос спокойно скрывает банку, достает пластину специальным инструментом или хотя бы в чистых сухих перчатках, аккуратно помещает в направляющие пазы установки и закрывает крышку. А теперь перенесемся обратно в 9 отсек Курска. Света нет вообще. Даже портативные аварийные фонарики, скорее всего, к тому моменту уже почти разрядились от холода, давая лишь тусклый, умирающий желтоватый луч, который с трудом выхватывает из густого мрака бледные лица людей и маслянистые черные блики на поверхности воды. Температура воздуха внутри отсека стремительно падает, люди замерзли, их бьет крупная дрожь от переохлаждения. Руки окончательно окоченели, пальцы потеряли чувствительность и плохо слушаются. И вот в этих нечеловеческих условиях, стоя практически по пояс в ледяной, покрытой скользким слоем машинного масла воде, кто-то из подводников, следствие уже никогда не сможет установить точно, кто именно это был, должен был вскрыть герметичную металлическую упаковку и переставить хрупкую химическую пластину в регенерационную установку. Честно говоря, я много раз перечитывал этот фрагмент официального отчета,
И каждый раз меня пробирает озноб от понимания того, насколько невыполнимой была эта задача. Следователи и эксперты правительственной комиссии и Ильи Спасского позже восстановят картину произошедшего с пугающей математической точностью, изучив следы глубокого термического воздействия на металл и расположение тел внутри отсека. Кто-то из моряков в темноте доставал свежую регенерационную пластину. Наверняка он понимал опасность и старался быть максимально осторожным. Но окоченевшие скользкие руки дрогнули. Или тяжелая лодка, лежащая на грунте, чуть вздрогнула от внутреннего разрушения проржавевших переборок. Или человек просто на секунду потерял равновесие из-за головокружения от нехватки кислорода в крови. Пластина выскользнула из рук и упала прямо вниз, в воду. В ту самую черную воду, на поверхности которой плавала густая пленка машинного масла. Дальше законы физики и химии сработали мгновенно, слепо и абсолютно безжалостно. Как только супероксид калия коснулся масляной органической пленки и соленой воды, началась бурная, неконтролируемая экзотермическая реакция. Температура в месте контакта за мизерные доли секунды подскочила до 600, а по некоторым техническим оценкам и до 1000 градусов по Цельсию. Произошел мощный локальный хлопок, моментально перешедший во вспышку объемного пожара. Знаете, в актах технических экспертиз это описывается очень сухим, отстраненным языком. Интенсивное горение в замкнутом объеме. Но в реальности стального цилиндра, где давление и так уже было сильно повышено из-за подтопления нижних ярусов, это означало, что огненный смерч мгновенно, со скоростью звука, пронесся по всей надводной части отсека. Те люди, которые находились в непосредственной близости от установки регенерации, погибли в ту же секунду, а остальные столкнулись с другим, еще более страшным и неотвратимым физическим явлением. Огонь, яростно вспыхнувший от химической реакции супероксида, сожрал весь оставшийся в отсеке свободный кислород. Весь, до последней молекулы. И сделал это за какие-то неуловимые мгновения. То есть люди, которые еще секунду назад дышали, пусть с трудом, тяжело втягивая холодный спертый воздух, внезапно оказались в абсолютном газовом вакууме для своих легких. Вместо кислорода отсек в одно мгновение заполнился плотным угарным газом и невероятно токсичными продуктами горения машинного масла, изоляции и краски. Одновременно с этим, из-за резкого скачка температуры в замкнутом пространстве, колоссально подскочило внутреннее давление. И этот скачок был настолько резким и мощным, что это, возможно, стало единственной милостью, которую жестокая судьба оказала морякам в те последние минуты. От такого внезапного перепада давления и мгновенного, стопроцентного отравления угарным газом люди потеряли сознание за доли секунды. Они не мучились от долгого, многочасового удушья, не ждали смерти в темноте, мучительно прислушиваясь к звукам снаружи, как это иногда описывают в художественных фильмах. Физиология просто отключила их сознание. Темнота сменилась вечной тишиной. Поставьте лайк в память о тех, кто до конца оставался на своем посту в 9-м отсеке. Когда водолазы наконец-то смогли проникнуть в 9-й отсек, вскрыв непокорный люк, они увидели четкие следы этой короткой, но чудовищной вспышки. Обгоревшие переборки, черная копоть на подволоке, оплавленные приборы около того самого места падения пластины. И здесь круг парадоксов советской и российской систем выживания замыкается окончательно. Те самые индивидуальные аппараты ИДА, которых так панически боялись подводники из-за риска химического ожога лица, те самые химические принципы регенерации, которые вызывали столько негласного недоверия у экипажей, в итоге сработали как мина замедленного действия. Мы возвращаемся к тому же горькому вопросу, с которого начинали расследование этой темы. Почему жизненно важная система конструировалась таким образом, что малейшая человеческая ошибка, малейшая неточность замерзших, дрожащих рук приводила к мгновенному уничтожению всех выживших? Ведь инженеры в закрытых КБ не могли не понимать, что менять эти пластины придется не в светлой теплой лаборатории, а в кромешном аду тонущей, залитой водой субмарины. Почему не было придумано абсолютно безопасных герметичных капсул для перегрузки химикатов? Почему сам реагент не был надежно защищен от контакта с внешней средой, вплоть до момента полной механической фиксации в аппарате? Похоже, что, как и в случае с огромной всплывающей камерой, конструкторы снова и снова исходили из иллюзорной модели идеальной аварии.
Из того, что в отсеке убежища будет относительно сухо, будет гореть дежурный свет, а люди будут спокойны, здоровы и сосредоточены. Но океан никогда не предлагает идеальных условий. Он всегда безошибочно бьет по самым слабым, непросчитанным бюрократией точкам. Спасательная химия убила тех, кого должна была оберегать. Они сделали все, что предписывали им строгие уставы и инструкции. Они до последнего боролись за живучесть корабля. Они наглухо изолировали отсек от поступающей воды. Они ждали помощи, и они искренне верили, что там, наверху, на поверхности холодного моря, уже разворачивается масштабная, беспрецедентная спасательная операция. Они верили, что их ищут, что за ними уже идут. И они стучали по металлу корпуса, отправляя акустические сигналы бедствия, пока у них хватало на это сил. Но что в эти самые часы, когда в 9-м отсеке таяли последние молекулы кислорода, реально происходило там, наверху, в кабинетах и штабах флота? И почему этот отчаянный стук из-под воды стал предметом, пожалуй, самых темных и жестоких манипуляций в истории расследований морских катастроф? Самой жестокой манипуляцией были даже не попытки скрыть истинное время гибели 9-го отсека, а системная железобетонная ложь длиной в несколько десятилетий. В высоких военно-морских кабинетах еще с начала 70-х годов прекрасно знали, что на больших глубинах хваленная система индивидуального и коллективного спасения с пугающей вероятностью превратится в западню. Но продолжали методично отправлять в океан тысячи людей, внушая им абсолютный миф об их неуязвимости. Представьте себе масштаб и обыденность этого государственного цинизма. На массивный дубовый стол ложится толстая папка с результатами закрытых испытаний, где сухим канцелярским языком инженеров черным по белому написано: при забортном давлении свыше 20 атмосфер и нештатном дифференте корабля титановый металл Комингс площадки деформируется, замки отстрела клинит, а переходные люки намертво стопорятся в своих пазах. Эта папка не вызывает скандала. Она просто получает красный штамп особой важности, но всегда исчезает в недрах секретных сейфов профильных НИИ. А на следующий день очередной экипаж спускается в прочный корпус новейшего ракетного крейсера. Они спускаются туда, свято веря, что та огромная спасательная сфера, смонтированная над их головами, это стопроцентная безотказная гарантия возвращения домой к семьям. Меня в этой истории долгое время мучил один фундаментальный вопрос. Ведь те самые адмиралы, те председатели государственных комиссий военной приемки, которые своими подписями утверждали акты сдачи лодок с заведомо нерабочими на критических глубинах системами, они же не были какими-то картонными злодеями из кино. Многие из них сами в прошлом прошли через тяжелейшие автономки. Они своими легкими глотали тот же спертый, пропитанный парами масла воздух. Они прекрасно знали истинную цену матросской жизни. Так почему же они выбирали тишину? А ответ кроется в самой сути той беспощадной военно-промышленной машины, где интересы глобального геополитического противостояния всегда, при любых обстоятельствах, стояли неизмеримо выше жизни отдельного человека. Шла изматывающая холодная война. Американцы постоянно наращивали свои подводные силы, спуская на воду все более совершенные ракетоносцы. Советскому Союзу нужно было отвечать симметрично, сдавать новые подводные крейсера каждый год, каждый месяц, чтобы любой ценой удерживать этот ядерный паритет в мировом океане. За каждым проектом стояли огромные конструкторские бюро, сотни заводов от Северодвинска до Комсомольска-на-Амуре, тысячи предприятий-смежников. Это был колоссальный, неповоротливый экономический маховик. Если бы кто-то из высшего руководства флота тогда набрался смелости встать на заседание Политбюро или Министерства обороны и официально заявить, что вся концепция всплывающих спасательных камер требует полного, радикального пересмотра, это означало бы мгновенную остановку всего этого конвейера. Пришлось бы возвращать в сухие доки десятки уже построенных и несущих боевое дежурство субмарин. Пришлось бы с нуля переделывать сложнейшие чертежи, тратить миллиарды полновесных рублей и, самое главное, терять драгоценные годы в гонке вооружений. А за срыв сроков сдачи стратегических объектов в те суровые времена безжалостно снимали с должностей, лишали званий, партийных билетов и ломали судьбы целым конструкторским коллективам. И система нашла самый простой, самый понятный для себя и самый страшный в своей обыденности выход. Она просто засекретила проблему. Похоже, что наверху был заключен своеобразный негласный договор с собственной совестью.
Командование убедило себя в том, что атомные подводные лодки таких гигантских размеров, обладающие такой невероятной прочностью двухкорпусной архитектуры, вообще не должны тонуть от внутренних причин. Вероятность того, что огромный корабль получит фатальные повреждения и ляжет на грунт с сильным креном на запредельной глубине, оценивалась штабными аналитиками в какие-то ничтожные доли процента. И ради того, чтобы не срывать глобальные планы постройки флота, чьи-то конкретные жизни просто поставили на зеро в этой геополитической рулетке. Но давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию не из просторных кабинетов главного штаба ВМФ, а снизу. Из тесного центрального поста, из шумного турбинного или заставленного механизмами электромеханического отсеков. Что на самом деле чувствует 20-летний матрос-срочник или молодой лейтенант-выпускник училища, уходя под арктический лед на 90 суток? Автономное плавание — это не просто долгая командировка. Это жизнь в совершенно другой, чуждой человеку реальности. День и ночь сливаются воедино в бесконечной череде вахт. Ты дышишь искусственно регенерированным воздухом, пьешь дистиллированную воду, которая не утоляет жажду, и постоянно чувствуешь кожей вибрацию огромных механизмов. Человеческая психика просто физически не способна выдержать такое колоссальное напряжение долгие месяцы без спасительной иллюзии стопроцентной безопасности. Экипажам жизненно, критически необходимо было верить во что-то осязаемое. И этим зримым материальным символом надежды была та самая капсула ВСК и системы индивидуального спасения. Морякам на постоянных политзанятиях и технических инструктажах уверенным, поставленным голосом рассказывали, как эта техника способна вырвать их из любых, даже самых безнадежных объятий бездны. Им, разумеется, не показывали те самые секретные отчеты о заклинивших на испытаниях люках. Им не объясняли физику процесса, при котором крен тонущей лодки всего в 40 градусов превращает всю эту сложнейшую многотонную гидравлику в бесполезный мертвый металлолом. Система совершенно сознательно и целенаправленно формировала психологию обреченных, которые просто не знают о своей реальной участи. Государству нужны были спокойные, сосредоточенные операторы ядерных реакторов и баллистических ракет, а не люди, которые каждую свободную секунду с ужасом думают о том, что они находятся внутри потенциальной братской могилы. Хотя, если почитать воспоминания старых офицеров-ветеранов, тех, кто отдал морю не один десяток лет, становится понятно. Опытные подводники нутром чуяли этот системный подвох. Невозможно бесконечно скрывать суровые законы физики от людей, которые каждый день своими руками работают с усталостью металла и чудовищным давлением. В тесных кубриках и курилках постоянно ходили мрачные, полные горькой самоиронии шутки о том, что вся эта навороченная спасательная техника нужна исключительно для того, чтобы высокое начальство на берегу спало спокойно и получало очередные ордена за заботу о личном составе. Моряки прекрасно понимали, что спасение экипажа из затонувшей лодки — это во многом нереализуемая на практике штабная фантазия. Но они молча принимали эти жестокие правила игры, потому что приказ есть приказ, долг есть долг, а другой жизни и другой работы у них просто не было. И этот глубоко укоренившийся системный цинизм ярче и страшнее всего проявлялся именно в те критические часы, когда очередная лодка все-таки терпела бедствие. Пока в задымленных, заливаемых ледяной водой отсеках люди из последних сил бились за свои жизни, пока они стучали тяжелыми гаечными ключами по переборкам, отбивая в глухую океанскую толщу отчаянные сигналы СОС, наверху уже начинала работать совершенно другая, бездушная бюрократическая машина. Там спасали не задыхающихся в темноте моряков, там спасали саму систему. Честно говоря, изучая рассекреченные хроники старых еще советских аварий 70-х и 80-х годов, я каждый раз натыкаюсь на один и тот же до боли знакомый шаблон поведения командования. Первое и самое главное действие — это жесткое, тотальное информационное блокирование. Никто во внешнем мире не должен знать истинный масштаб трагедии. Второе действие — лихорадочный поиск крайних среди тех, кто уже никогда не сможет ответить или оправдаться. Если хваленая спасательная система не сработала, если капсула не отстрелилась или люди не смогли выйти через торпедные аппараты, в официальные итоговые отчеты никогда не вписывали конструктивный недостаток, о котором институтам было прекрасно известно еще 10 лет назад. Вписывали пресловутый «человеческий фактор». Комиссии делали удобный вывод. Якобы в условиях стресса и паники матрос не так повернул рычаг,
Офицер не дожал перепускной клапан. Экипаж грубо нарушил инструкцию по выходу. Мертвые стерпят все, а конструкторские бюро сохранят свои премии. Задумайтесь на секунду о том, какая непреодолимая, жуткая пропасть разделяла эти два мира в тот самый момент, когда обреченные подводники в корме Курска вскрывали свои последние химические пластины регенерации. Они там, глубоко внизу, запертые в кромешной тьме 9-го отсека, искренне верили, что весь мощный флот, вся огромная страна прямо сейчас делает все возможное и невозможное, чтобы пробиться к ним сквозь эту 100-метровую толщу ледяной воды. Они свято верили в свои спасательные аппараты, в глубоководные водолазные колокола, в те самые системы, о безупречной надежности которых им твердили с первого дня службы. А наверху, в светлых и теплых кабинетах, в это же самое время принимались совершенно другие решения. Там просчитывали, как правильно дозировать скудную информацию для прессы, какие именно технические детали нужно навсегда скрыть от убитых горем родственников, и как максимально гладко объяснить окружающему миру, почему лучшая в мире спасательная техника почему-то снова, в который раз, не может состыковаться с комингс-площадкой лежащего на грунте крейсера. Государство раз за разом, от аварии к аварии, упрямо выбирало спасительную тишину. Оно прятало свои системные инженерные ошибки за высокими заборами закрытых военных гарнизонов и за пафосными правильными речами о невосполнимом воинском долге. Тотальное засекречивание любых отказов техники стало идеальным, безотказным механизмом самосохранения для тех, кто принимал решения. Но трагедия в августе 2000 года стала слишком огромной, слишком публичной и болезненной, чтобы ее можно было по старой привычке просто спрятать в пыльный архив под грифом «совершенно секретно». Эхо тех отчаянных ударов кувалдой по металлу из 9-го отсека прорвало эту 30-летнюю железобетонную стену штабного молчания и выплеснулось в прямые эфиры всех мировых телекомпаний. Казалось, что после такого беспрецедентного шока, после того, как миллионы людей в реальном времени наблюдали за трагичной беспомощностью старых спасательных батискафов, неповоротливая система должна была, наконец, вздрогнуть и кардинально измениться. Казалось, что старые компромиссные чертежи должны были немедленно полететь в мусорную корзину, а сам подход к ценности человеческой жизни на военном флоте навсегда перевернуться с головы на ноги. Но что в действительности изменили эти катастрофы? И почему даже после самых горьких и страшных уроков новые поколения подводных левиафанов продолжили хранить в своих стальных недрах те же самые смертельно опасные инженерные компромиссы? Реальность оказалась намного прозаичнее любых инженерных революций. После катастрофических аварий флот не стал переделывать сами спасательные капсулы. Он просто переписал инструкции, в которых за каждой строчкой скрыта чья-то невозможная попытка спастись. Знаете, в этих новых руководствах, изданных уже после 80-х, есть пункты, которые выглядят как прямое признание инженерного бессилия перед физикой. Например, строжайший, почти религиозный запрет на попытки открыть верхний люк камеры до полного уравнивания давления снаружи. Раньше в полупанике люди срывали задрайки, надеясь, что справятся с океаном, и вода с мощью гидравлического пресса врывалась внутрь, мгновенно превращая камеру в склеп. Теперь, спустя десятилетия потерь, в инструкциях черным по белому прописали: не трогать, пока система не сработает сама. Но вот что самое горькое. Эти инструкции, написанные кровью, так и не смогли вернуть подводникам главное, что они потеряли в океанской пучине. Они потеряли веру в то, что их вообще можно оттуда вытащить. Честно говоря, для современного моряка-подводника, который уходит в автономку на лодке, где в рубке все так же смонтирована многотонная спасательная сфера, эта всплывающая капсула стала чем-то вроде музейного экспоната. Никто не питает иллюзий. В кубриках, когда гаснет свет и начинается тот самый честный мужской разговор, все прекрасно понимают. Главная система спасения — это не автоматика отстрела, не высокотехнологичный титановый люк и не химические пластины регенерации. Главная и единственная система спасения — это не допустить пожара, не прозевать течь и не допустить того самого критического момента, когда корабль начнет падать во тьму с креном, при котором никакая техника уже не поможет. Меня часто спрашивают, а как же учение? Ведь флот должен тренироваться. И вот здесь мы натыкаемся на самую странную, почти сюрреалистичную часть этой истории. В профильных училищах и учебных центрах курсантов, безусловно, учат пользоваться оборудованием.
Они отрабатывают навыки в специальных барокамерах, они заучивают алгоритмы до автоматизма. Но есть один нюанс, который меня искренне удивляет. Честно говоря, у меня в источниках расходится информация. Тренируют ли сейчас моряков на отстрел ВСК в реальных условиях, или это все остается глубоко теоретической базой? Если кто из вас служил на флоте или до сих пор в строю и знает точно, как проходят эти тренировки, напишите в комментариях, ведь это важно для понимания всей картины. Ведь если подумать, в мире за всю историю были единицы случаев, когда спасательная капсула сработала так, как было задумано в КБ. И каждый такой случай — это не столько торжество инженерной мысли, сколько невероятное, фантастическое стечение обстоятельств, когда лодка лежала ровно, экипаж не был оглушен взрывом, а внешние условия были почти идеальными. В реальности же, каждый раз, когда мы видим, как на очередную лодку монтируют эту громадину, мы должны понимать одну вещь. Это уже не техника спасения. Это дань традиции и бюрократическому спокойствию тех, кто подписывает бумаги на берегу. Похоже, что за долгие годы система научилась мастерски обходить свои собственные провалы. Она больше не пытается сделать капсулу идеальной. Она делает ее просто существующей, как обязательный элемент интерьера глубоководного крейсера. И моряки, уходящие в море, принимают эту игру. Они знают, что в случае самого страшного сценария вся эта титановая роскошь над их головами может оказаться просто нарядным надгробием. Но они все равно уходят, потому что выбор невелик. Либо ты принимаешь этот риск, либо ты просто не идешь в море. И вот этот психологический разлом, когда человек доверяет свою жизнь машине, в которую он заведомо не верит, остается самым темным пятном во всей истории советского и российского флота. Мы строили самые большие лодки, мы создавали самые мощные реакторы, мы учили самых выносливых людей. Но мы так и не смогли решить элементарную задачу. Как сделать так, чтобы человек, оказавшийся один на один с океанской бездной, имел хоть какой-то реальный, а не придуманный в кабинетах шанс на жизнь? Мы заканчиваем разбирать техническую сторону этой загадки, но у меня остается последний, самый тяжелый вопрос, который не дает покоя никому, кто хотя бы раз прикоснулся к этой теме. Если вся эта огромная инфраструктура, капсулы, батискафы, спасательные колокола десятилетиями была, по сути, фасадом для отчетности, то где те самые настоящие наработки, те альтернативные чертежи, которые наверняка пылятся в архивах под грифом «секретно»? Были ли в истории конструкторских бюро попытки создать что-то действительно радикально иное, что просто не пустили в серию, потому что это было слишком сложно для отчетности? Или, быть может, само существование такой надежной системы спасения в корне противоречило стратегии скрытного использования флота? И что, если я скажу вам, что одна из самых перспективных систем выживания была запрещена не из-за технических сложностей, а из-за того, что она могла вскрыть то, что командование флота старалось спрятать от всего мира? Самые важные документы в истории советского подводного флота до сих пор хранятся в архивах под грифами, срок рассекречивания которых либо истек, либо сознательно продлевается, чтобы не вскрылась главная системная ложь. Акты приемки спасательных систем подписывались людьми, которые доподлинно знали, что при реальном глубоководном давлении эти механизмы не сработают. Это не догадка, а холодная констатация факта, когда сопоставляешь технические отчеты 70-х годов с тем, что потом происходило на практике. Вы только вдумайтесь в этот диссонанс. В одних и тех же технических журналах есть записи об успешных полигонных испытаниях, где спасательная капсула всплывает как по мановению волшебной палочки. И тут же рядом закрытые донесения о том, что при имитации дифферента хотя бы в 20 градусов стопорные механизмы заклинивает намертво. Честно говоря, когда я пытаюсь собрать воедино все эти разрозненные свидетельства, у меня возникает ощущение, что я разглядываю карточный домик, который специально построен так, чтобы никто не смог вытащить ни одной карты. Даже история с комсомольцем до сих пор полна белых пятен, в которые каждый исследователь пытается вставить свою теорию. По одним данным, спасательная камера отделилась от горящей лодки на глубине в 1,5 километра. По другим, она начала всплывать гораздо раньше, а из-за чего именно ее сорвало, до сих пор спорят эксперты. Точные технические характеристики того, что именно произошло с замками в тот роковой момент, остаются скрытыми за пеленой ведомственной тайны. Почему на одних учениях все проходит штатно, а в критический момент реальной катастрофы титановый корпус капсулы превращается в приваренную конструкцию, которую невозможно сдвинуть с места? Ответа нет.
Есть только официальные формулировки, которые удивительным образом всегда снимают ответственность с тех, кто проектировал и принимал эту технику на вооружение. Еще больше вопросов вызывают акты комиссии, которые в 70-х годах утверждали на флот химические установки регенерации. Изучая эти документы, ловишь себя на мысли, что люди, которые ставили свои подписи под разрешением на серийное производство, просто закрывали глаза на то, насколько это опасно. Ведь были же сообщения о пожарах на тренировочных базах. Были рапорты о том, что пластины самопроизвольно воспламеняются при малейшем контакте с флагой. Были жалобы на непредсказуемость этих установок. Но все это тонуло в бюрократическом море согласований. Подпись, и тысячи моряков в автономках начинают пользоваться этими химическими бомбами, даже не подозревая, что их надежда на жизнь — это задокументированный риск. Мне кажется, тут кроется еще одна, гораздо более глубокая тайна. Мы привыкли думать, что секретность в советское время — это всегда борьба с внешним врагом, с западной разведкой. Но в случае с системами выживания секретность служила совсем другой цели. Она защищала систему от самой себя, от необходимости признать, что тысячи людей были принесены в жертву ради сохранения лица государства. Если бы тогда, в 70-х или 80-х, правда о реальной надежности систем спасения вышла наружу, это потребовало бы пересмотра всей концепции флота, всей экономики оборонного заказа. И этого не хотел никто. Я раз за разом задаю себе вопрос: сколько еще таких историй осталось заперто в тех самых пыльных папках? Ведь если мы спустя десятилетия до сих пор не можем до конца понять, как именно сработали или почему отказали механизмы на «Комсомольце» или на других лодках, чьи имена даже не попали в газетные заголовки, то о чем это говорит? О халатности? Об отсутствии архивов? Или о том, что сама история спасения на нашем флоте была написана таким образом, чтобы в ней не было виноватых, кроме тех, кто уже не может говорить? Иногда мне кажется, что самое важное в этой истории скрыто даже не в технических деталях, а в той самой культуре умолчания, которая передавалась из поколения в поколение вместе с должностями и званиями. Ведь если даже сегодня, когда многие документы рассекречены, мы все еще сталкиваемся с тем, что официальные отчеты противоречат друг другу, то что же тогда хранится в тех сейфах, которые до сих пор не открыли? Какие еще инженерные компромиссы были заложены в конструкцию лодок, которые бороздят океан прямо сейчас, в эту самую минуту? И если система так упорно десятилетиями защищала свою неправоту, означает ли это, что где-то в недрах тех же архивов лежит ответ на главный вопрос? Был ли у наших подводников хоть какой-то шанс, о котором нам до сих пор предпочли не рассказывать? На дне Норвежского моря до сих пор лежит огромная титановая лодка. Молчаливый памятник инженерному гению, который не смог защитить тех, кто в нем находился. Совсем рядом, едва заметная в толще донного ила, застыла та самая спасательная капсула с навсегда распахнутым верхним люком, в который так и не успел выбраться ни один человек. Это, пожалуй, самый честный и самый горький образ нашей истории. Мы создали технологии, способные уничтожить целые континенты. Мы строили корабли из титана, который казался почти вечным, но при этом оказались не в состоянии создать простую, надежную пластину для дыхания хотя бы одного матроса. Это был наш главный парадокс. Мы умели покорять бездну, но абсолютно не умели ценить жизнь внутри этого покорения. Знаете, я часто думаю о том, как строились эти машины. О тех самых советских заводах, где план был богом, а любые недоделки зачастую просто скрывались за толстым слоем отчетности. Ведь все это начиналось не в океане, а там, в тишине конструкторских бюро и в суете заводских цехов. А у вас в семье когда-нибудь рассказывали о том, как принимали технику на таких производствах? Часто ли ваши родные вспоминали, как приходилось закрывать глаза на брак или недоделки ради того, чтобы сдать работу в срок? Напишите об этом в комментариях, ведь именно из этих, казалось бы, мелких историй и складывалась та самая большая правда, которую мы так долго пытались спрятать под грифом «секретно». Мы привыкли восхищаться величием конструкций, но за каждым таким успехом всегда стоял человек, который надеялся, что его прикроет броня или автоматика. И когда эта броня подводила, система просто вычеркивала его из своего бесконечного отчета. История спасательных капсул — это история о том, как легко можно предать человека, если поставить во главу угла геополитическую мощь, а не элементарную безопасность. Эти капсулы, эти системы, они навсегда останутся символом той эпохи, когда страна стремилась в космос и на дно океана,
забывая по пути про самое главное. Мы прошли этот путь от первых робких попыток всплытия до горького осознания того, что реальность всегда будет сложнее любого чертежа. Подпишитесь на архив СССР, чтобы помнить о тех, кто остался в этой бездне. Без этого такие истории, такие имена и такие уроки просто исчезают под толщей воды, оставляя нас один на один с вопросами, на которые мы все еще боимся ответить. Спасибо, что досмотрели до конца.